Привет! Меня зовут Ирина и мой канал Russian to the World. If you don't understand a thing, just turn on the subtitles somewhere here, yeah. And you will understand everything because you have English and Russian subtitles to the video. Сегодня я буду говорить на русском языке. И я расскажу вам, почему американцы никогда не смогут понять русских. Просто мы очень разные. Например, первое. У меня есть много знакомых американцев и других иностранцев, которые просто не понимают, почему русские так мало улыбаются. Ответ прост. Мы не любим улыбаться без причины. Зачем? Например, когда говорят американцы, они с широкой улыбкой говорят «How are you? How are you doing?» Русские так не делают. Когда мы спрашиваем «Как дела?», мы абсолютно серьезно к этому относимся. И когда мы в ответ говорим «Ничего» или «Нормально», что значит «ничего»? Как дела? Ничего. Что значит «ничего»? Это значит, что у нас не происходит ничего плохого, ничего хорошего. Ничего означает нормально. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, это правда, что русские редко улыбаются? Ну, да. Так сложилось исторически. В России была тяжелая жизнь, и люди редко улыбались. Ну, а почему была такая тяжелая жизнь на Руси? Потому что в течение многих веков на территории России было очень много войн. А разве сейчас плохо живется в России? Почему люди сейчас мало улыбаются? Ну, это заложено генетикой, многими поколениями. У меня даже есть близкий друг, который работает со мной на работе, и он на фотографиях никогда не улыбается, потому что считает, что настоящие мужики не должны улыбаться. Настоящие мужики не смеются и не улыбаются. Не улыбаются, да. Или вот еще один факт о русских. Вы знаете, что для того, чтобы сказать «выпить алкоголь», в русском языке есть более 30 синонимов. А вот и они. Выпить, налокаться, нализаться, бухать, выдуть, принять на душу, выпить горькую, выпить мертвую, глушить, наклюкаться, закладывать и много-много других синонимов. А в вашем языке есть столько синонимов для того, чтобы сказать, что вы пьете алкоголь? Пишите в комментариях, мне интересно. Скажите, пожалуйста, а это правда, что русские много пьют алкоголя? Да, это правда. И у нас, когда какой праздник, всегда надо выпить. Так принято. Ну, у вас есть друзья, которые употребляют алкоголь? Да, есть. И они обязательно собираются компаниями после работы и выпивают водку, вино, пиво, коньяк. Могут вообще без закуски. И потом им становится весело, и они так проводят свое свободное время. А вы употребляете алкоголь? Нет, я не употребляю. Почему? Вы не русский? И еще. Русские женщины всегда выглядят на 100%. В любой момент, в любой день, в любой час. Однажды у меня была такая история. Когда я показывала город своему другу-американцу, он вдруг спросил меня: «А какой в стране праздник сегодня?» «Праздник?» – ответила я. «Нет никакого праздника. Почему ты спрашиваешь?» «Да потому, – сказал он, – что все женщины выглядят очень нарядно, очень красиво.
Все ходят в красивых платьях, на каблуках, с макияжем, с прической. Что происходит? Почему? Я подумала и не могла ничего ответить только потому, что наши женщины всегда так делают. Наши женщины просто любят выглядеть хорошо. Скажите, пожалуйста, а это правда, что русские женщины всегда красиво выглядят? О да, русские женщины всегда должны быть при параде. Так сложилось, не знаю почему. Я был во многих странах, и там женщины относятся к этому проще, одеваются проще и не ставят это во главу угла. А в России, Украине, Белоруссии всегда женщины одеваются красиво и очень долго красятся. Накрашивают ресницы, губы, румяна. Это у них как ритуал перед выходом на улицу. Да, ну ты лучше знаешь. Вот я всегда жене говорю, чтобы она не красила губы, потому что мне не нравится. Она меня не слушает и всегда красит их, потому что ей важнее выглядеть хорошо, а не так, как сказал муж. И еще одна русская традиция, которая ставит иностранцев в тупик. Присесть на дорожку. Что это значит? Когда мы собираемся в долгую дорогу, в какое-то путешествие, мы обязательно перед тем, как выйти из дома, должны присесть и минуточку просто посидеть. Просто посидеть, не говоря ни слова. Это называется присесть на дорожку. Почему? Не знаю. Может быть, для того, чтобы и иметь еще одну минуточку, чтобы подумать, не забыл ли ты паспорт или какие-то другие важные вещи. А вы можете объяснить, что это за традиция присесть на дорожку? Да, есть у нас такая традиция, когда мы собираемся куда-то ехать далеко или лететь, мы всегда все вместе присаживаемся и сидим в тишине, в спокойствии, может быть, поразмышлять, не забыли ли мы чего. И просто считается, что если посидишь немножко, то дорога пройдет спокойней и легко без проблем. Угу. Да. И еще одно. Иностранцы никогда не понимают, почему русские поздравляют друг друга с тем, что они помылись. Когда мы идем в баню, мы желаем друг другу легкого пара. Это знаменитая фраза «с легким паром», которая буквально означает «желаю, чтобы тебе легко мылось». Желаю тебе легко помыться, хорошо, приятно провести время. Почему так? Почему мы это делаем? Даже не знаю. А вы ходите в баню? Да, иногда хожу. Особенно зимой люблю погреться там. Потому что на улице холодно? Да, потому что холодно. И очень приятно зайти с мороза в баню, помыться, пообщаться с друзьями и просто расслабиться. А что означает фраза «с легким паром»? Почему люди, русские люди, когда идут в баню, говорят друг другу «с легким паром, с легким паром»? Ну, они так говорят, чтобы помывка прошла хорошо, весело и легко. Ах, да, и еще одно. Если вы заходите в дом к европейцу и начинаете снимать вашу обувь, скорее всего, на вас посмотрят как на сумасшедшего. Только не в русском доме. Когда вы заходите в дом русского человека, нужно обязательно снимать обувь, потому что этим вы показываете свое уважение хозяйке. Скажите, а обязательно нужно снимать обувь, когда приходишь в дом русского человека? Да, это обязательно.
Потому что у нас так принято, что когда гость заходит, он обязательно раззувается, чтобы показать хозяевам, как он их уважает, не наследить, не нанести в дом грязь и просто выказывает уважение хозяину. Поэтому в следующий раз, когда вас пригласили ваши русские друзья, помните, снимать обувь в прихожей очень важно. И еще одна штука. Почему в русском языке мы говорим ложка лежит, а чашка стоит? Тарелка стоит и нож лежит. В английском языке мы просто говорим there is или there are, if it is plural. Но в русском языке очень важно знать два слова лежит и стоит. А все очень просто. Если вещь стоит вертикально, она высокая или длинная, тогда мы говорим стоит. Если вещь находится горизонтально, в длину, тогда мы говорим лежит. Вот и весь секрет. Вот и все факты на сегодня. Знаете что-нибудь еще? Знаете еще другие странные привычки русских? Пишите мне в комментариях, мне интересно, что же я забыла. Увидимся!